Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 7 марта, вторник. Как всегда, последнее важнейшее событие на сегодняшний день. Начну с кратких, но важных сообщений. Генерал-лейтенант в отставке американский Марк Хертлинг, один из командующих американской армией в Европе, который действовал в рамках НАТО. Сам по специализации своей офицер-артиллерист. Ну и вообще он аналитик, я за ним слежу. С начала российской интервенции в Украине он делает очень толковое замечание по поводу того, как развиваются боевые действия. Так вот, он пишет сегодня, что в начале российского вторжения он проанализировал, как оно развивается, и пришел к выводу, что российская армия нарушает 9 из 9 основных принципов войны в ходе этого первоначального вторжения. Теперь прошел год, уже больше года, и генерал Хертлинг пришел к выводу, что российская армия не только не исправила все эти предыдущие ошибки, но добавила еще один. И это важнейший принцип ведения войны – единоначалие. Единый командный центр. При этом он ссылается на опыт осады Бахмута российскими вооруженными силами или там полубандитскими формированиями Пригожина, известными под названием «Вагнер». Командная цепочка, которая прослеживает генерал Хертлинг, это Путин, затем идет у нас Герасимов, Шойгу, Суровикин и, наконец, нижнее звено – это Пригожин и фельдмаршал Пригожин и генерал-аншеф Кадыров. При этом, если вы обратите внимание, профессионалов, и то профессионалов, можно сказать, советской школы, это Суровикин и Герасимов, они в середине цепочки. А по краям мы имеем в наличии верховный главнокомандующий, известный в свое время в Комитете госбезопасности, когда он там служил, под псевдонимами «Бледная моль» и «Окурок». Это по, так сказать, результатам его личных и профессиональных данных заслужил такие прозвища. Ну и внизу вот фельдмаршал Пригожин и генерал-аншеф Дон Кадыров. И Хертлинг приводит определение Клаузевица по поводу того, что такое единое командование. Это единая цель, на которую работают все, начиная от верховного главнокомандующего и кончая последним бойцом в траншее. И достижению этой цели подчинено все. Планирование, усилия, техника, единый замысел и, значит, по времени развития всей этой операции. То есть все сконцентрировано для достижения этой цели, и все, так сказать, дуют в одну дуду. Ну, а здесь, получается, вы видите перебранки между различными звеньями этой цепи. Причем похоже, что каждый из них пытается подставить ножку другой, ну и так далее. В данном случае делает вывод генерал Хертлинг. То есть он ссылается, что это главный принцип ведения войны, который грубейшим образом не то что нарушает, а просто то ли не знает, то ли полностью игнорирует Российская Федерация. Противник, в данном случае Украина, должна ликовать, пишет Хертлинг, поскольку отсутствие единства командования создает дисфункцию в управлении войсками Российской Федерации и открывает бесчисленные возможности для наступления и разгрома вот этой группировки, этой вооруженной силы, которая не читает Клаузевица. Интересно, значит, в ответ на это замечание Хертлинга один из его подписчиков пишет: пожалуйста, иногда лучше смотреть, принимать к сведению, но не комментировать вслух. Типа вы раскрываете такие страшные тайны Кремлю, и он теперь может все изменить.
Кстати, в ответ на некоторые мои, значит, видео мне тоже иногда зрители присылают нечто подобное. Так вот, что написал Марк Хертлинг по этому поводу в ответ. «И я вас умоляю, неужели вы думаете, что Россия сможет последовать моему совету и полностью изменить свой подход к бою и стратегии?» Это то, что формируется в течение десятилетий. Вот сейчас они вот все услышали Марка Хертлинга и тут же все изменили. Никогда в жизни. Вот такие они есть, такие они были 20, 30, 40 лет назад. И такие они будут еще в обозримом будущем. Сенсация. Сегодня прозвучали сенсационные сведения на страницах New York Times. Ее подхватило агентство Reuters. New York Times пишет. По данным разведки, проукраинская группа совершила вот этот акт саботажа или диверсии на трубопроводах. Имеется в виду известные взрывы на трубопроводах «Северный поток». Газета сообщает, что некоторые официальные лица, имеется в виду в Соединенных Штатах Америки, считают, что Украина и ее союзники имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы. Ну, с этим нельзя спорить насчет мотива. Здесь меня еще привлекает внимание, что не просто Украина, а ее союзники, а таких мы знаем не менее 50, которые принимали участие в последнем заседании группы Рамштайна. То есть, да, по идее, они могут иметь мотив для нападения на эти трубопроводы. Но помимо мотива надо еще иметь возможность для осуществления этого акта, потому как известно, что в идеале наши пожелания должны совпадать с нашими возможностями, а здесь ситуация может быть совсем другая. В статье отмечается, что вот до сих пор никак не удалось найти никакого следа российского участия в этой операции. Кроме того, нет мотива, по идее, потому что это российская сторона строила этот газопровод, обошелся в большие деньги, «Газпром» туда вложился, и, в общем-то, и принадлежал этот «Газпром», эта труба одной из компаний «Газпрома». Поэтому никакого резона для Москвы это делать. Значит, статья написана, как здесь сообщается, на основании комментариев официальных представителей Соединенных Штатов, которые просили не называть их имена по понятным соображениям, а они, в свою очередь, говорили на основании информации разведки, которая сейчас до настоящего времени имеется в наличии. Причем это не всеобъемлющая информация. Она не ставит точки над «и». Она не может утверждать, кто именно, что за группа, как она называется, сколько там было человек, кому она принадлежит. Всего этого нет. Есть то, что они называют leads. Это, когда начинается расследование, любое там уголовное расследование, появляются зацепки или какие-то там указатели, что вот надо двигаться в этом направлении. Вот это лиц, то есть вот в этом направлении надо действовать, что это группа лиц, которая находится, то есть это враги Путина. Люди, которые, работают против него, против Москвы. При этом американские официальные лица, которые дали эту информацию, они отказались сообщить характер разведданных, как они были получены, и так далее. То есть сами же источники информации сообщили, что нет пока никаких твердых данных для того, чтобы прийти к какому-то конкретному выводу. И, скорее всего, ситуация такова, что информация и операция, вероятно, была проведена без должного согласования по неофициальной процедуре. То есть, это не действовали не разведсообщества каких-то конкретных западных государств, потому что у них там есть протоколы,
Ну, проще говоря, это чисто американский термин протоколы, но это правила, процедуры, которые необходимо соблюдать в конкретной ситуации. Нарушение протокола, значит, оно немыслимо для американских спецслужб. Таким образом, значит, продолжали эти источники газеты, речь не идет о группе или о лицах, которые имеют связи с украинским правительством или его службами безопасности. Диверсанты, скорее всего, тем не менее, продолжает газета, были украинскими или российскими гражданами, или какой-то комбинацией, то есть смешанная солянка, и те, и другие. Однако официальные лица США заявили, что ни американские, ни британские граждане к этому не были причастны. Далее. Взрывчатка, скорее всего, была заложена с помощью опытных водолазов, которые, судя по всему, не работали на военные или разведывательные службы. Однако не исключено, что в прошлом преступники проходили специальную подготовку государственными структурами. То есть это вот зацепка начальная, которая может, в конце концов, привести к полному расследованию, раскрытию того, что произошло. При этом отмечается, что результаты этого расследования, если оно завершится успешно, могут иметь глубокие последствия для коалиции, поддерживающей Украину. То есть не просто для Украины, что тоже уже нехорошо, а для всей коалиции. Любое предположение, продолжает газета, о причастности Украины, прямое или косвенное, может нарушить деликатные отношения между Украиной и Германией. Американские чиновники заявили, что новая разведывательная информация повысила их оптимизм в отношении того, что американские шпионские ведомства и их партнеры в Европе смогут найти больше информации, которая позволит им прийти к твердому выводу о том, кто же это совершил. Ну а агентство Reuters, ссылаясь на статью в New York Times, со своей стороны еще более конкретно утверждает: не было никаких доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его высшие помощники причастны к этому, и что преступники действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников, сообщает газета там, ну и так далее. То есть ни президент Зеленский, ни кто-то из других его помощников из администрации президента или руководителей спецслужб Украины, а также, как писала New York Times, никакая спецслужба Украины, значит, в этом совершенно не замешана. Но в то же время американцы и британцы не имели к этому делу никакого отношения. Ну, мотив, значит, это противники Путина, а значит, скорее всего, это Украина или там российский корпус какой-нибудь борцов с режимом. Ну, что я могу сказать? Значит, так, навскидку. Ну, во-первых, украинские спецслужбы. Хотя тут опять говорится, что никто из руководителей, поскольку никто из высших должностных лиц Украины, подчиняющихся президенту Зеленскому, не были в этом замешаны. Ну, давайте представим, что все-таки спецслужбы Украины. Ну, то есть мы сразу должны отмести СБУ и СВР, поскольку это и не их компетенция, они не имеют к таким операциям никакого отношения, никакой подготовки, никакого опыта и, наверное, никакого финансирования. Остается у нас ГУР, Главное управление разведки. Теоретически такая типа операция может быть в сфере их компетенции. Но для того, чтобы провести эту операцию, значит, тут вот пишется в газете, что это какие-то водолазы или ныряльщики. Но для того, чтобы эти ныряльщики
совершили такой акт. Во-первых, они должны обладать были суперинформацией, разведывательной информацией, чтобы заложить именно там взрывчатое вещество, где оно было заложено. Затем они должны были иметь это вещество. То есть это не просто там пойти в магазин, купить килограмм взрывчатки и прицепить его к трубе под водой на достаточно большой глубине. Затем они должны были иметь технические средства, чтобы туда доплыть. Ведь на лодке деревянной просмоленной типа каюк, в Украине такие называются, я помню, на веслах доплыть до какой-то точки координат в Балтийском море, оттуда нырнуть и достичь этой глубины, это смешно, это практически невозможно. То есть нужно было иметь технические средства. Причем какие технические средства? Ведь там, как мы раньше с вами обсуждали, проводили и натовские учения, и Россия проводила учения. И все это просматривалось, каждая из сторон следила друг за другом. Подводная лодка из степей Украины, я ее там просто не вижу. То ли малютка, то ли любая другая. А подплыть сверху и занырнуть тоже как-то так. Кино из разряда Джеймса Бонда, то есть из разряда невозможного. То есть я не вижу в распоряжении украинских спецслужб, в частности ГУРа, во-первых, тренированных пловцов такого качества, класса. Во-вторых, я не вижу, что у них, у самих по себе была настолько великолепная разведывательная информация, но и затем я не вижу логистики, при помощи которой, опираясь на которую они должны были совершить или могли совершить этот теракт. Поэтому, если когда-то возникнут прения в каком-то суде, Россия соберет международный суд, в чем я очень сомневаюсь, но тем не менее, я готов выступить защитником господина Буданова, его ведомства и доказывать с точки зрения профессиональной, так сказать, практики, что украинские спецслужбы не могли к этому иметь никакого отношения. До сих пор нечто подобное в практике имели американцы, когда в начале 80-х годов они в Тихом океане, неподалеку от Сахалина, подключились к кабелю, который соединял командование военно-морского Тихоокеанского флота, с континентом и дальше с Москвой. И долгое время они получали таким образом бесценную информацию, пока вся эта операция обошлась $1 миллиард для американцев. В миллиард тогда выполнило его Центральное разведывательное управление. А потом за $30 тысяч бывший сотрудник Агентства национальной безопасности пришел в советское посольство, за $30 тысяч он продал эту информацию резидентуре в Вашингтоне, и она была раскрыта. То есть я повторяю, как вы представляете, масштаб операции в $1 миллиард только подключиться к кабелю связи. Ну и нечто подобное, судя по всему, в последнее время делали представители то ли Главного разведуправления ГРУ Генштаба Российской Федерации, то ли, может, какие-то другие российские спецслужбы. Я вам тоже об этом рассказывал. Были повреждения интернет-кабелей в Средиземном море, затем Шотландских островов, которые значительно затрудняли работу интернет-связи между Америкой, континентом Америкой и Европой. То есть, судя по всему, российские, как предполагалось, спецслужбы тренировались к операции по практически полному перерезанию вот этой интернет-связи. Собственно говоря, и все. Поэтому я не знаю, куда они приплывут с этим своим расследованием. На основании только, насколько я понимаю, на основании только мотива. У кого мог быть мотив? Я вам скажу, у кого мог быть мотив. Правильно здесь сказано? У всей коалиции против путинской мог быть мотив. Потому что, я думал об этом вопросе достаточно много.
И я глубоко убежден, что если бы этот газопровод не был взорван и до сих пор бы работал, то Германия и значительная часть Европы до сих пор бы сидели на вот этой газовой игле, как на наркотике. И до сих пор бы Путин давил бы на Германию и на значительную часть другой Европы, пытаясь там, угрожая сократить, прикрутить вентиль, уменьшить подачу газа или там вообще его перекрыть и так далее. То есть он продолжал бы использовать это газовое оружие. И не было бы единства такого среди союзников Украины в Европе, как оно есть сейчас. Потому что та же Германия пыталась бы как-то так вот проскочить между струйками и некоторые другие страны. А в результате вот произошло как излечение наркозависимого. Вот его отключили полностью от наркотиков, посадили, приковали к цепям. Вот нечто подобное произошло с Германией, которая за прошлый год на 100%, это вот данные буквально на прошлую неделю, на 100% отказались от российского газа. А вся Европа на 80%. Если бы не была взорвана эта ветка, Северный поток, то ситуация, я боюсь, скорее всего, была бы совсем другой. Ну и так вот, чисто теоретически я могу еще поспекулировать, так сказать. Тут на днях я увидел в интернете информацию, которая меня чуть ли не с ног сбила, о награждении отличительными знаками ГУР, Главного разведуправления Министерства обороны Украины, ведомства господина Буданова, ряда, как было сказано дипломатично, эскортниц. Но на самом деле я посмотрел, опять-таки в интернете, это все было приложено к информации, посмотрел на видео этих эскортниц, на их посты в различных пабликах. И должен сказать, что это, наверное, за вот этим термином скрывается, просто путаны, судя по всему. Ну и, конечно, от моего внимания не могла ускользнуть реакция ГУР господина Буданова в ответ на появление в публичном пространстве этой информации. ГУР сообщила, что каждый на своем месте по-своему приближает победу. И вот есть у нас такие бойчихи невидимого фронта, украинские Мата-Хари. Меня поразило в этом плане, может быть, надо было наградить, я не знаю, какого качества это была операция, какого значения, но ужас в том, что это появилось в публичном пространстве. Это недопустимо для серьезной разведорганизации. Еще больший ужас в том, что вот так вот ГУР откомментировал это о великих заслугах, значит, этих бойчих. Я могу объяснить это только одним. Вот сейчас, прочитав «Нью-Йорк Таймс» статью, я могу предположить, что на самом деле это были не путаны, это были не эскортницы, а это был боевой отряд подводных пловчих бойцов генерала Буданова. И что в Эмиратах они занимались не услаждением клиентов, а подготовкой диверсий под водой. Вот они занимались как раз подводным плаванием, нырянием там и так далее. Вот тогда я мог бы понять, почему они были награждены этими отличительными знаками. Я просто вот вспомнил, что имело место в практике внешней разведки и контрразведки, то есть первого, второго главного управления КГБ в этом плане. Такие эскортницы, путаны были в боевой обойме обоих управлений КГБ. Если шла речь о путанах, то форма их оплаты, никогда не было за все время существования спецслужб Советского Союза, не было случая, когда бы проходила информация, что вот их, типа эскортниц, наградили государственными знаками отличия. Их награждали, если раньше речь шла о путанах,
тогда ведь как была ситуация? Платить долларами нельзя было. Рубли им были не нужны. Они работали за то, что после выполнения ими своего профессионального долга клиент, иностранец, после этого не даст им доллары, иначе это уголовное дело, а поведет их в «Березку», где купит им что-то такое. И вот за это они и работали. Это была их высшая награда. Расплачивались по-разному. Колготками, парфюмерными наборами там, стоимостью сейчас $3-4. Я слышал рассказ о одном жадном арабском дипломате в Москве, с которым работал в комитет второй главк, который расплачивался чулками, причем не сразу обоими чулками, а по одному. Вот сегодня вечером или ночью один чулок, завтра второй чулок там и так далее. Был один случай, но речь там шла не о эскортницах и не путанах, речь шла о... Ну, я им скажу так, когда я однажды ее видел в ресторане «Националь», где проживали тогда только иностранцы, и вот вечером там полумрак был в этом ресторане, и вот она зашла с очередным... Но это был не клиент, это был объект разработки внешней разведки, причем весьма важный. Так вот, когда она зашла в этот зал, в этот ресторан, днем наступила практически гробовая тишина. Люди перестали говорить, и все взоры устремились на нее. Она не шла, она плыла в воздушном пространстве. Эта внешность была, ну, знаете, вот сошедшая на землю богиня. На самом деле, эта богиня, значит, закончила МГПИ имени Маризы Терезы. Это институт иностранных языков, ведущий языковый вуз страны. Она блестяще владела 2 иностранными языками. Один из них английский, второй, не помню, то ли французский, то ли итальянский. А внешне, я вот вам сказал, это была вот живая богиня. Ее представили в качестве переводчика к одному американскому политическому деятелю, для которого он имел высший доступ к секретности в стране, и он имел огромное влияние на формирование внешней политики Соединенных Штатов Америки. И он приехал в Москву с официальным визитом, ее представили к нему переводчицей, и он потерял голову. После этого неоднократно приезжал, он потерял голову настолько, что он готов был бросить все в Америке, что у него было, включая семью, карьеру, должность, только бы быть с ней. Ну, она ему отвечала, естественно, по инструкциям ее кураторов. Никоим образом, дорогой, ты нам нужен там. Приезжай, всегда тебя рада видеть здесь, в Москве, но иначе мы не будем вместе. Так вот, за то, чтобы ему разрешили опять приехать в Москву, и она была очередной раз переводчица его, он был бесценен практически. Вот. Так вот эту полубогиню, агента первого главного управления и ничем не наградили. Ну, совсем ничем. И, естественно, значит, это не попало, даже если бы наградили, это бы не стало известно. Потому что, как правило, за боевые заслуги награждали тайно. Вот я знал несколько бойцов, коллег невидимого фронта, а некоторые из них были награждены орденами, один из них высшим орденом Советского Союза, но все это лежало в сейфах. И все это было в глубокой тайне. И лишь в одном случае, это было в конце 80-х годов, о награждении высшим орденом страны, конкретного, значит, офицера, стало известно. Ну, там долгая история, почему и как там стало известно. Потому что, каждый год кто-то должен был написать на тебя отзыв, профессиональное заключение о твоей работе за прошедший год. И отдел кадров отдавал дело кому-то. И вот одному там дали личное дело этого офицера, и он там это все увидел. Стало и поползло, стало известно. И вот эта только единственная информация привела в конечном счете к провалу ценнейшего агента КГБ, который ведомство в то время имело на территории Соединенных Штатов Америки. Вернее, это произошло уже
после развала Советского Союза, тогда уже не было КГБ, тогда было СВР, было уже ФСБ. И вот так вот из-за вот этой информации о награждении был провален ценнейший агент. Потому что если сейчас разведагентство раскрывает, что какая-нибудь там Катя Муму, была такая вот, это не псевдоним, вернее, да, это псевдоним одной из агентесс ФСБ, которые они использовали вот в качестве эскортниц в Москве. В России это имя было на слуху в одно время. Так вот, если раскрывается, что вот эта Катя Муму, это, оказывается, украинская Матахари, за это ее наградили, то тут же объекты ее разработки, ЧАР, начинает вспоминать, что она была с ними, и все, проваливается операция, это развал, понимаете? Вот такая вот ситуация. Поэтому я думаю, что ведомство господина Буданова имеет твердое алиби в том, что к взрыву на нефтепроводах она не имела никакого отношения. И я готов выступать в любом суде на стороне защиты, защищая ведомство господина Буданова от любых нехороших намеков на его счет. Перейдем теперь к более прозаичным делам. Сегодня обратил внимание на радостную информацию, вернее, Минфин Российской Федерации опубликовал унылую информацию для себя, для российских граждан. Для меня она прозвучала как звуки музыки. Итак, Минфин Российской Федерации сообщает, что нефтегазовые доходы бюджета страны за январь-февраль рухнули на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 46. Если вы помните, я вам рассказывал о результатах января. Тогда было тоже крушение. Но тогда в России чиновные люди говорили, ну, это всегда в начале января года, там после праздника всегда будет падение, там дальше улучшится. Теперь закончился февраль, и стало не лучше, а гораздо хуже, потому что к эмбарго на сырую нефть добавилось и потолку цен. Прибавилось эмбарго и потолок цен на нефтепродукты. Так вот, значит, нефтегазовые доходы в январе-феврале 2023 года, еще раз, значит, нефтегазовые рухнули на 46%, а не нефтегазовые, то есть остальные все доходы, промышленное производство прежде всего, снизились, можно сказать, рухнуло на 9%. За счет сокращения поступления налога на прибыль. А значит, прибыли нет. В результате взлетел дефицит бюджета. Ну, правильно, потому что, значит, доходы рухнули на 46 и на 9, а расходы увеличились на 52 за тот же период. В результате взлетел дефицит бюджета. Но я посмотрел, он планировался там он должен был, вернее как, в январе-феврале прошлого года он составлял 415 миллиардов рублей, а в этом году за тот же период он составил 2,6 триллиона рублей. То есть он вырос в 7 раз. Дефицит государственного бюджета взлетел в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Почему он взлетел? Почему так получилось? Ну, понятно, теперь мы понимаем, мы знаем, почему уменьшились доходы. А расходы как? Почему они увеличились на 52%? Госзакупки. А на что эти госзакупки? А госзакупки – это на ведение путинской войны, агрессии против Украины. Госрасходы на госзакупки, то есть на вооружение, боеприпасы и на прочее, связанное с войной, возросли примерно в 3,5 раза. Таким образом, теперь прогнозируется, значит, на 2023 год Минфин планировал, что будет
будет затрачено на государственные закупки 29 триллионов рублей. Но теперь предполагается, что это составит минимум на треть больше, минимум на 30%. Ну и дальше уважаемые российские экономисты, публикуя это, комментируя ситуацию, говорят, что с декабря прошлого года стало ясно, что расходы государства на военные нужды будут стремительно расти, и конца этому процессу не видно. Поэтому дело даже не в доходах, хотя их нет. Дело в том, что расходы непомерные и бесконечные. А вот чем их компенсировать, об этом, оказывается, в Кремле и в других ведомствах. Ну, в других ведомствах сидят, ждут команды из Кремля. В Кремле, оказывается, об этом пока даже не разговаривают. То есть даже нет разговора о том, чем теперь это все компенсировать. То есть то ли надеяться на авось, как-то пронесет, то ли на удачу, то ли на то, что Путин опять всех переиграет. Ну, мы знаем в последнее время, последний год цену на эту надежду. Короче говоря, страна стремительно катится к банкротству, к высокой инфляции. А тут я опять зашел на Соловьиный помет в 6-ю палату, чтобы проверить температуру. И там уже говорят о том, что нас ждет, их ждет объявленная Западом против них война на истощение лет, это, как они говорят, на 10. И вот они теперь готовятся, как они будут это делать. И как они собираются это делать? Знаете, сейчас я вам расскажу. Значит, согласно статье, вернее, согласно заявлению Минфина Российской Федерации, повысить доходность бюджета, доходы нефтегазовые, они собираются за счет принятия новых законов. В частности, закона, который уменьшит дисконт на российскую нефть Urals по сравнению с нефтью марки Brent. То есть сейчас она может составлять там 25-30 долларов, а потом, согласно закону, скажут $1. И вот они думают, что по мгновению палочки волшебной в результате этого закона на международных рынках тут же все цены изменятся, и им теперь будут за Urals давать на $30 дороже, больше денег, чем в настоящее время. Ну, полная профанация, абсолютная профанация. Второй путь, по которому они решили пойти, фактически конфискация денег у всех, у кого они есть. Сейчас вроде бы нацелились на богатеньких. Это так называемый единовременный взнос или добровольная выплата крупных компаний там, или олигархов в государственный бюджет. Ну, понятно, что одним этим добровольным взносом дело не закончится. Будут трясти у всех, у кого есть деньги. В общем, вытрясут у всех, кроме представителей спецслужб. Причем не всех спецслужб, а те, которые находятся в Москве и поближе к корыту. Вот к чему они готовятся. Что, собственно говоря, для меня это обреченная ситуация, просто обреченная. И в этой связи все больше взоры, молящие взоры из Москвы обращаются в сторону Китая. И мы с вами следим за развитием отношений в этом направлении. Так вот, выступил Си Цзиньпин перед законодательным собранием, сессия которого проходит сейчас в Пекине. А после этого, буквально вчера, выступил новый министр иностранных дел Цин Ган. Источники американские отмечают следующее, что товарищ Си подверг Соединенные Штаты беспрецедентно резкой критике. Он впервые назвал по имени Соединенные Штаты в качестве страны, которая проводит против Китая политику окружения и подавления. Но и министр иностранных дел поддержал товарища Си. Из-за этого американские аналитики, китаеведы делают вывод, что товарищ Си дает понять,
что он займет более жесткую позицию в отношении того, что делает плохого Соединенные Штаты в отношении Китая. То есть мешают нормальному развитию Китая. По словам товарища Си, который цитирует источники, Синьхуа пишет, западные страны во главе с США осуществляют всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая, что создает беспрецедентные серьезные проблемы для развития нашей страны. Ну и далее, американские аналитики считают, что такая прямота, новая прямота, как они ее называют, может сыграть на руку националистически настроенной аудитории внутри Китая, но рискует сломать попытки товарища Ци наладить или стабилизировать отношения с Западом, и прежде всего с Евросоюзом. Это отражает его готовность к усилению конфронтации и конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира. И, как говорит один из американских аналитиков, насколько мне известно, это первый раз, когда Си Цзиньпин публично заявил, что США предпринимают такие действия против Китая. Ну и после этого заявления Си Цзиньпина выступил Цзин Ган, новый министр иностранных дел, который тоже назвал Соединенные Штаты в качестве виновника или проводника этой нехорошей политики в отношении Китая. По его словам, Соединенные Штаты на самом деле хотят давить на Китай, обзывать его самыми нехорошими словами, и в то же время они хотят, чтобы Китай не давал отпор в ответ на это, во всяком случае в ответ на вербальную, как они говорят, агрессию Вашингтона. Но это невозможно, сказал он, выступая на пресс-конференции в Пекине сегодня. Товарищ Цинган призвал Соединенные Штаты занять менее конфронтационную позицию по отношению к его стране. Если США не нажмут на тормоза, а продолжат набирать скорость, то никакие ограждения не смогут остановить сход поезда с рельсов. Так образно сказал министр иностранных дел Китая. Ну и он одновременно коснулся отношений между Москвой и Пекином. По словам министра иностранных дел, Китай играет все большую роль в валютной политике России и вообще в системе валютных расчетов России. Так, в валютных резервах Российской Федерации, где до агрессии против Украины, если я не ошибаюсь, резервы в юане составляли где-то примерно 14%. Сейчас доля юаня в этих валютных резервах Российской Федерации резко возросла. Сегодня же Китай заявил о расширении валютного сотрудничества с Россией. Договорились якобы, что значительная часть, возможно и большая часть, расчетов между двумя странами в экспортно-импортных операциях, в других формах экономического сотрудничества будет проходить в юанях. По мнению китайских аналитиков и политиков, это расширит значительно влияние юаня в мире, усилит ту сферу международных торговых отношений, где юань фактически выступает в качестве резервной валюты, но с другой стороны, это сильнее, скорее всего, намертво привязывает Российскую Федерацию в качестве сырьевого придатка и экономического придатка Великой Китайской империи. То есть о каких-то там равноправных отношениях или хотя бы партнерских речь уже идти не может. По словам
цингана мы, то есть Россия и Китай, будем использовать ту валюту, которую легко использовать. Международная валюта не должна использоваться как козырь для одностороннего давления одной страны на другую и санкций. Но это выпад в отношении доллара. В то же время Цинган не подтвердил, что Си Цзиньпин в обозримом будущем намерен посетить государственным визитом Москву. Так он ловко уклонился от этого вопроса. При этом он подчеркнул еще раз, что российско-китайские отношения являются неконфронтационными, в том смысле, что они не направлены против любой третьей страны, в том числе Соединенных Штатов Америки, страна, то не говоря уже о Украине, которая до агрессии была формально, во всяком случае, стратегическим партнером Китая. И в этой связи Цинган в ходе пресс-конференции неоднократно ссылался на, как пишет китайская пресса, на украинский кризис. При этом он настаивал на том, что Китай по-прежнему не предоставляет оружие ни одной из сторон в конфликте, и очередной раз привлек внимание к мирному плану Китая, который является сейчас основным направлением внешнеполитических усилий Пекина. По его словам, Китай намерен продолжать работу по становлению мира в Украине, поскольку он выдвинул мирную инициативу, а раз он ее выдвинул, он должен поговорить и с Россией, а также, так или иначе, прямо или косвенно, с Украиной. При этом китайская печать отмечает, что Китай еще не дал официального ответа на просьбу президента Украины Зеленского о переговорах с Си Цзиньпином. Хотя Пекин заявляет, что канал связи в этом плане открыт. Но действительно, я думаю, что у Киева есть все основания для того, чтобы спросить, как же так? То есть накануне агрессии российской Украина, так же как и Россия, были стратегическими партнерами Пекина. За прошедший год Украина ничего не сделала плохого Китаю. И договор украино-китайский о стратегическом сотрудничестве, насколько я понимаю, он не дезавуирован, он не расторгнут, он, по идее, действует. И если китайская сторона теперь на основании своих 12 пунктов утверждает, что она над конфликтом, что она не является сторонником ни одной из сторон и выступает объективным, так сказать, миротворцем, и на фоне вот этих всех теснейших контактов между Москвой и Пекином во всех областях, теперь как-то так странно выглядит отсутствие каких-либо контактов на сколь-либо высоком уровне между Украиной и Китаем. Что дает основание критикам этой программы 12 пунктов Си Цзиньпина указывать на то, что Китай никоим образом не является независимым наблюдателем и объективным миротворцем в этом конфликте. Он находится на той стороне, с которой у него больше контактов. И для того, чтобы развеять эти подозрения, Китай должен ответить на призыв украинской стороны провести встречу между Зеленским и Си Цзиньпином. То есть это в интересах, я бы ставил так бы и ставил на месте украинской власти вопрос. То есть это вытекает из самого текста и духа той позиционного документа о 12 пунктах, о которых говорил Китай, и отказ или увиливание от этой встречи, он разбивает этот план в пух и прах. И я вообще считаю, что вот эта уязвимая ахиллесовая пята сейчас Китая, назвав себя независимым и объективным,
наблюдателем этого конфликта и, так сказать, высшим миротворцем, Китай себя подставил. Потому что если он сейчас пойдет навстречу Си Цзиньпин с Зеленским, и Зеленский там произнесет хорошо написанные речи, то после этого Китаю, ну, как-то так помогать Российской Федерации, так или иначе, прямо или косвенно, в войне против Украины будет, ну, совсем невозможно. И в то же время долго тянуть и увиливать от встречи с Зеленским Китай тоже не может. И вот это, на мой взгляд, представляет какое-то окно возможностей для украинской дипломатии. То есть речь сейчас идет даже не только о том, чтобы как-то предотвратить возможность. То есть американцы пытаются предотвратить возможность массовых поставок летальной помощи из Китая в Россию. Они давят для этого, грубо давят. Европейцы более-менее уговаривают. Вот тут бы Украина могла бы сыграть очень хорошую, позитивную роль и вежливо, тактично и дипломатично поставить Китай, ну, просто в такое положение, когда помощь, особенно летальная военная помощь, в Россию, ну, просто будет актом полного саморазоблачения, демонстрацию двуличия Пекина перед всем миром. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине! Хочу сделать паузу на этих словах, потому что вы знаете о этом видео, которое недавно появилось в YouTube-пространстве, о том, как один из украинских героев, то, что американцы называют prisoner of war, то есть военнопленный, был расстрелян за то, что он произнес эту фразу. И теперь эта фраза, она всегда очень много значила для любого украинца, в частности для меня. Но теперь она превращается, вот лично для меня она имеет двоякое значение. С одной стороны, это молитва, это как аминь по всем тем героям страны, которые погибли, и, к сожалению, еще кто-то из них, и кто-то еще погибнет в ходе борьбы за независимость своей Родины. То есть это своего рода аминь по их душам и дань чести, уважения этим людям. С другой стороны, это боевой клич, который должен звучать как смерть расисту, смерть врагу. Поэтому вот слава Украине, слава вооруженным силам страны. Победа будет за нами, это безусловно. Мордор будет разрушен, как в свое время был разрушен Карфаген до основания. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой вере в нашу победу. До новых скорых встреч.